Привет, друзья! Сейчас обзор последних новостей Европы. Во Франции запускают крупный государственный проект, который напрямую связан с вопросами общественной и стратегической безопасности Европы. Речь идет о строительстве нового крупного морского судна с атомной энергетической установкой, крупнейшего проекта подобного рода в истории ЕС. В Евросоюзе тем временем снова возникли проблемы вокруг торгового соглашения, над которым работали, внимание, больше 20 лет. Переговоры по договору ЕС и Меркосур зашли в сложную фазу, и внутри Европы нет единства. В Германии появляются новые официальные данные, связанные с вопросами внутреннего контроля и общественной безопасности. Власти фиксируют заметный рост активности беспилотников вблизи объектов с ограниченным доступом и важной инфраструктуры. И еще одна новость из Германии касается социальной системы. Число пенсионеров, которым не хватает собственной пенсии и требуется государственная доплата, достигла нового максимума. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, во Франции официально стартовал проект строительства крупнейшего морского судна специального назначения в истории Европы с атомной энергетической установкой стоимостью до 10 миллиардов евро. Этот гигантский корабль станет почти вдвое больше нынешнего французского авианосца Шарль де Голля. Его длина составит около 310 метров. На борту смогут размещать до 30 авианосных аппаратов и примерно 2000 человек обслуживающего персонала. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале работ во время официальной встречи с представителями государственных структур за пределами страны. По его словам, такой шаг необходим для укрепления долгосрочной устойчивости и защитных возможностей страны и Европы в условиях меняющейся международной обстановки. Новый авианосец, способный действовать на большие расстояния и долго оставаться в море, должен заменить стареющий флотский корабль и служить до конца 2030-х годов. Планируется, что корабль будет построен с атомной энергетической установкой, как я сказал, что обеспечит ему чрезвычайно большую автономность в плавании и станет единственным подобным судном в Европе. Также Франция в настоящее время является единственной страной в Европейском Союзе, реализующей подобный морской проект, и новый объект усилит ее участие в системе общеевропейской безопасности. Этот шаг происходит на фоне усилий Европейского Союза по развитию координации долгосрочной устойчивости на общеевропейском уровне. Страны ЕС стремятся снизить зависимость от внешних факторов и расширить собственные возможности для самостоятельного реагирования на внешние вызовы. В контексте продолжающихся международных кризисов и сложной внешнеполитической обстановки такие проекты приобретают особое значение и рассматриваются как вклад в общую систему стабильности и координации внутри Европы, которую поддерживают и в Берлине, и в Брюсселе. Следующая новость имеет особое значение для европейской повестки. В Европейском Союзе вновь обостряются серьезные политические и экономические разногласия между государствами. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ЕС пытались подписать, внимание, долгожданное торговое соглашение с крупным южноамериканским блоком Меркосур. Но сейчас его будущее оказалось под серьезным вопросом. Этот договор, напомню, над которым ЕС работал более 25 лет, должен был создать одну из крупнейших в мире зон свободной торговли с общим рынком примерно 780 миллионов человек и отменой большинства таможенных пошлин между ЕС и странами Меркосур. Для Германии и других стран Европы это могло открыть огромные рынки для экспорта, в том числе машин, оборудования, вин и других видов товаров, а также укрепить позиции европейской экономики в глобальной торговле. Однако подписать соглашение в последний момент не удалось. Против выступили несколько государств, включая Францию и Италию, а также крупные фермерские союзы из Германии, Франции и других стран, которые опасаются, что дешевые сельскохозяйственные товары из Латинской Америки подорвут их рынок и стандарты производства. Меры по защите фермеров и гарантии безопасности для окружающей среды вызвали острую дискуссию между этими правительствами. На одном из недавних саммитов ЕС под руководством канцлера Германии Фридриха Мерца решено было отложить подписание соглашения до января, чтобы дать больше времени на согласование всех спорных вопросов, в том числе по защите сельского хозяйства и экологии. Это означает, что соглашение, которое планировалось подписать в декабре, то есть сейчас, оказалось в неопределенном статусе и может быть существенно отложено, если ряд стран и дальше не поддержит его условия. Критики в ЕС считают, что отсутствие такого масштабного торгового соглашения может снизить влияние Европы
в международных экономических процессах и подаст сигнал о неспособности ЕС проводить крупные экономические сделки. Сторонники же, включая экономистов и представителей немецкого бизнеса, считают, что без соглашения немецкие экспортеры потеряют шанс укрепить позиции на рынках Латинской Америки, особенно в условиях ужесточения глобальных торговых правил и конкуренции со стороны США и Китая. Сейчас страны продолжают свои консультации и ожидается, что окончательное решение по Меркосур может быть сформировано на следующей встрече лидеров ЕС уже в январе, если государства придут к компромиссу по защите фермеров и экологических стандартов. Следующая новость связана с обсуждением безопасности. В Германии усиливается обеспокоенность в вопросах общественной и технологической безопасности. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии зафиксировало внимание более 1000 подозрительных полетов беспилотников на территории страны с начала года. Речь идет не о любительских устройствах, а о полетах вблизи объектов с ограниченным доступом, транзитных условий и элементов критически важной инфраструктуры. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже проинформирован об этом. В правительстве подчеркивает, что ситуация вышла за рамки обычной статистики и требует координации на федеральном уровне. По данным профильных ведомств, часть таких полетов носит организованный характер и может быть связана с несанкционированным сбором информации. Глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх заявляет, что установить операторов дронов в большинстве случаев невозможно. Аппараты быстро исчезают, а сигналы управления сложно отследить. Это показывает уязвимость воздушного пространства даже в одну из самых технологически развитых стран Европы. На фоне этих данных канцлер Фридрих Мерц поручил ускорить разработку дополнительных мер по регулированию воздушного пространства. В Берлине создается единый координационный центр по борьбе с нелегальными дронами, а полиция и специальные подразделения получат новые полномочия и технические средства для перехвата беспилотников. Этот вопрос также рассматривается на общеевропейском уровне. В Брюсселе при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже рассматриваются единые правила контроля и противодействия дронам, поскольку подобные инциденты фиксируются не только в Германии, но и в других странах Европейского Союза. Для Берлина это сигнал, что защита инфраструктуры, промышленности и стратегических объектов требует новых решений, и именно сейчас правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем делает акцент на расширение контроля и обновление действующих регуляторных механизмов, чтобы не допустить утечки данных и подрыва стабильности внутри страны. А дальше важная новость. В Германии все больше пенсионеров оказываются не в состоянии прожить на свою пенсию и вынуждены просить государственную помощь. Новые официальные данные показывают, что количество пожилых людей, которые кроме пенсии получают дополнительное социальное базовое обеспечение, так называемое Grundsicherung, достигло рекордного уровня. Сейчас около 755 300 человек в Германии получают эту помощь. Это больше, чем когда-либо прежде. Это означает, что их пенсии не покрывают расходы на жизнь, и они вынуждены дополнять доход средствами из бюджета. За последний год таких пенсионеров стало примерно на 25 тысяч больше, а за последние 4 года рост составил около 30%. Особенно сильно эта проблема касается женщин. Почти 57% получателей Grundsicherung – это пенсионерки, которые в среднем получали меньшую пенсию из-за низких доходов и более частых перерывов в трудовой биографии. Для Германии это важный сигнал, указывающий на необходимость системных решений. Социальная система должна гарантировать достойную старость, но сейчас миллионы пожилых людей не могут обеспечить себе базовые расходы за счет накопленной пенсии. Это становится предметом активных социальных и экономических обсуждений в стране и в Европейском Союзе, поскольку многие государства ЕС сталкиваются с аналогичной проблемой. Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство уже обсуждают возможные изменения в пенсионной политике и системе социальной поддержки, чтобы облегчить финансовое положение старшего поколения. Варианты включают укрепление пенсий, налоговые льготы для пенсионеров и дополнительные выплаты тем, кто живет в условиях бедности. Эти предложения сейчас находятся на стадии обсуждений в Берлине и могут стать частью будущих реформ. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.